Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз. Лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие? Давайте узнаем на картах, посмотрим, предположим. Альтернативные варианты развития событий и летний период будет обусловлен планетарным переходом Юпитера в знак зодиака Близнецы. Это происходит в самом конце весны, 25 мая, и в начале лета мы будем более склонны изучать что-то новое, с большим вдохновением, энтузиазмом, мои дорогие, получать новые знания. В хорошем смысле любопытство какое-то к жизни у нас появится, имеется в виду не любопытство, понятно, к соседу, а к тому, что происходит вокруг нас и к нашим возможностям. Свою ресурсность, мои дорогие львы, вы прочувствуете как-то по-особенному летом. Это новые интересы и более открытое общение. Вам, возможно, захочется изменить круг общения. Энергия Юпитера в Близнецах стимулирует интеллект, делает нас более легкими на подъем. Для кого-то захочется путешествий, видеть те места, в которых вы не бывали. Может быть, это не обязательно где-то далеко, а даже поблизости. И это волшебный транзит обещает период сам по себе, как и возможностей, так и расширение горизонтов своей собственной жизни, качества жизни. Одним словом, интересы какие-то новые у нас у всех появляются. На все знаки зодиака так влияет вхождение Юпитера в знак зодиака Близнецы. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. И на Таро ангелов, очень люблю эту колоду, мы достанем три карты. Это будет соответствовать 3 месяцам. Июнь, июль и август. Итак, что же для львов, для львиц? Летний период. Июнь 2024 года. Июль и август, мои дорогие. Немного проясним эти карты, раскроем. Посмотрим энергии, какие будут для вас наиболее актуальны по основным сферам жизни или направления. Может быть, сами по себе сферы жизни, где вам придется уделять больше внимания. И первая карта у нас будет дела, работа, бизнес, энергетика, финансы, денежные вопросы, как видят карты. Достанем карту «Личная жизнь» и раскроем позже более подробно. Что вас будет радовать, мои дорогие? Что будет вдохновлять, что помогать? И неожиданности. Итак, июнь месяц. Ух ты, правда? У кого-то поездки, переезд, дороги, новое качество жизни само по себе, любопытство к жизни. В общем, все то, что я сказала для карт, вы, мои дорогие, прочувствуете как-то особенно остро. Или для кого-то конкретно стоит вопросы переезда, стоят точнее, то, чем вы занимались, уделяли внимание прежде, то, к чему вы, возможно, готовились. Для кого-то это карта перемен, это карта последующего успеха, нам прописана Виктория, то есть сама по себе победа какая-то в решении вопросов, которые связаны именно с переменами в вашей жизни. И эта Виктория будет у кого-то в сфере взаимоотношений, больше взаимопонимания. Что-то для вас решится наверняка, определиться, мои дорогие, уже точно будет ясно направление. Для кого-то это освоение новых навыков или смена работы, но всегда по этой карте прогресс. Почему? Потому что сила желания. Вот именно в этой колоде карт удивительной. Здесь немножко идет другая трактовка. И поэтому сила желания, она вас ведет в правильном направлении. И изменение, узнавание, может быть, как новых возможностей, так и где-то самого себя в сложившихся теперь условиях. Может быть, и вокруг вас, ведь это карта перемен. Обстоятельства тоже будут меняться, где-то подталкивая вас к правильным выводам, выборам. Не будет как-то рутинно, серо, скучно. Нет, сам по себе драйв по этой карте. И у кого-то может проиграться, как вопросы с вашим авто.
или смена, но все же это старший аркан, он говорит о переменах. Июнь прекрасно, полный. Вперед, мои дорогие, давайте посмотрим энергии июля. Любая шестерка – это всегда победа. Хотя шестерка воды или кубков, как мы ее называем, это наши отношения с нашими близкими, с теми людьми, которых мы знаем, те, которые любят нас, к нам искренне относятся. Это, безусловно, всегда группа поддержки от тех людей, опять же, кто к нам относится как и искренне и желает сам по себе помочь. И это где-то наша защищенность, это потому что мы понимаем, что у нас надежные тылы. И поэтому здесь могут быть, знаете, как воспоминания о прошлом, может быть и ностальгия, есть такое, но сам по себе июль период может быть для вас связан с решениями вопросов личной жизни, дружбы. Может быть, вы будете думать перевести, раньше это была дружба, а тут перевести на новые отношения, на новый этап. Или вы будете обустраивать свою жизнь, делая ее более, с одной стороны, вдохновленной, чтобы она вас больше радовала, так и вообще сами по себе, ну, как ваши желания, которые где-то будут перекликаться с событиями прошлого, но в целом это очень положительный фон июля. Давайте посмотрим, что на август. Мне нечего добавить. Все идет по нарастающей, мои дорогие львы. И правда, все то, что я сказала, Юпитер в Близнецах, для вас это очень позитивное время. Ну, конечно, расклад наш общий, и все зависит от того, кто перед собой какие задачи ставит, но десятка воды или десятка кубков – это семья, это любовь, это благополучие, это решение материальных вопросов, это чувство защищенности, это легкость к общению, это сама как праздник жизни. Вот тот легкий драйв, который где-то, может быть, переходит и в бриз, но это то, что нас вдохновляет, открывает новые горизонты, когда есть желание творить. Для людей ведь творческих это может быть какой-то вау-проект, почему нет? Или благополучное решение вопросов, связанных с семьей, с детьми, с местом жительства. Ну, нечего добавить, правда? Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. А вот тут у нас первого победа выпадает. Ну, может быть, карта нам хочет сказать, что будет очень важно для львов, знаете, не устроить какую-то конфронтацию или принять тот момент, что мы не должны переделывать людей. Задача стоит в том, что с кем вы сумеете договориться по части тех людей, которые вам нужны, или которых вы определили в свой круг общения. Где-то это те задачи, с которыми мы сталкиваемся, и одновременно те люди, с которыми мы решаем вопросы. Быть большим дипломатом. Первая победа почему? Вроде есть победа, но с другой стороны нет вдохновения от этой победы. Поэтому, и, по крайней мере, его может не быть, если мы с кем-то будем буквально в контрах. Не повторить какую-то ошибку, не увеличить дистанцию, а быть более лояльным к миру, думать о себе, мои дорогие львы и львицы. И если вы видите, что вам нужен конкретный человек, тут вот именно от общения будет складываться ваш успех. Так вот, если вы видите, что человек вам нужен, а по какой-то причине вы прежде не могли договориться, или вас, ведь эта карта может еще говорить о прежней очень сложной ситуации, где-то о предательстве, о пережитом волнении очень сильном, но это все делает сильнее. Так вот теперь, с одной стороны, карта говорит, ты о своих далеко идущих планах вообще ничего никому не говори, сохраняй нейтралитет, чтобы никто о тебе ничего не догадался буквально, не считал с твоего лица твои намерения, как и на ближайшее будущее, так и на последующее. Видимо, вот такая тактика может быть для вас, мои дорогие львы и львицы, тактика самосохранения от начала до конца. Вопросы личной жизни, вопросы личного благополучия будут на первом месте, и все остальное вы будете просто подстраивать, манипулировать именно так, как вам нужно. Но в основе лежат, как мы сумеем договориться. Поэтому дистанции конфликта не должно быть. Даже с теми людьми, которых видеть не хочется. Но нейтралитет, если нужен, вы его сумеете поддержать. Что по деньгам? Шикарно. Это карта девятка кубков, это карта самодостаточности. Это не только когда деньги есть,
а когда нас это радует. Поэтому финансовые вопросы решаются со знаком плюс. И даже если для кого-то из вас сейчас патовая ситуация, значит, есть возможность коренным образом это изменить. Все в вашей власти. Для кого-то из вас уход в свободное плавание. Может быть, как свободный художник. Теперь вы будете работать на себя. Или за летние месяцы вы попробуйте и сделаете первые шаги, чтобы осуществить какую-то свою мечту. Как работать, допустим, удаленно. Или у нас буквально показан человек, который хозяин таверны и поднимает кубок за здравие посетителей и самого себя, понятно. Поэтому у кого-то то, что было ремеслом, или тема, которая вас интересовала. Возможно, вы не решались к чему-то приступить. Вы можете сделать первые шаги и останетесь довольны в том, как это работает и какие доходы вам приносит. Но по деньгам, как раз и по решению финансовых вопросов, обещается для вас летний период достаточно стабильный. Давайте мы посмотрим на личную жизнь. А какой-то выбор вы будете делать в личной жизни. Туз мечей, я всегда говорю, это карта выхода из лабиринта или из какой-то липкой путаницы мыслей. Определяться придется с чем-то. Давайте мы немножко раскроем и спросим. Для тех, кто один или одна. Как новое знакомство или как изменится ваша жизнь, мои дорогие? Что для вас в личной жизни? Понятно, что если мы закрыты, если мы уходим как в какую-то отрешенность ненужную, ну, хоть и судьба находит нас, но все же больше или лучше будет позитивного больше, это факт, когда мы выходим судьбе навстречу. Поэтому какая-то активность, она для вас предусмотрена. Кто знает, давайте узнаем. Для тех, кто один или одна. Карта говорит, если ты сам где-то замрешь, то ничего в жизни не будет меняться. Эта карта может означать, что кто-либо из вас просто переключится на решение финансовых вопросов или захочет себя просто сохранить, потому что прежняя история, ну, была так себе. И ожидание, может быть, какое-то затянувшееся, оно не пройдет само по себе. Все же это будет зависеть от вашего решения. Либо это ожидание вы завершите, и правда, будете больше настроены на новые отношения, даже если прежде какая-то история, ну, была совершенно деструктивная, мои дорогие львы и львицы. Лев должен быть счастлив. Посмотрите, какие у вас карты. И летом все возможности познакомиться, установить новые отношения. Больше общение само по себе вам помогает увидеть, как и те новые горизонты, или вдохновиться даже к своим планам, проектам, к своей мечте, мои дорогие львы и львицы. Не уходите в какую-то отрешенность, хотя вы солнечные, позитивные люди, но иногда бывает из разряда накатило, когда мы застряли эмоционально в какой-то прежней истории. Карта говорит, тут нечего ждать, тут надо уже какое-то решение принимать. Давайте мы спросим, для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, любовь, нечего добавить, взаимопонимание. Ну и верхние карты нам об этом тоже сказали. Отчасти нам говорят, что для кого-то из вас те отношения, правда, которые раньше были дружбой, или было приятное общение, какая-то взаимопомощь, теперь они могут перейти на новый уровень общения. Это карта искренности, когда двое понимают друг друга без слов, считывают эмоционально и ментально. Здорово. Ну, какие-то планы вы будете для тех, кто в паре, строить уже на последующий период. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте узнаем. Вот когда я ничего не хочу делать и складываю оружие. Правда, 3 карты, поясняющие, тоже дополняют смысл, что все будет зависеть от того, как решит лев. И если вы ничего не хотите продолжать, то ничего и не продолжится. С одной стороны, позитивный момент. Вы не хотите какого-то конфликта и можете уходить от этого конфликта, от какого-то раздора. С другой стороны, нет особого желания к примирению. Наверное, у каждого своя какая-то история. Кто-то будет уделять внимание самому себе. Или, возможно, вот так вот, обдумав спокойно какую-то прежнюю историю, придет к выводу, что пора в этом ставить точку. Все же первая карта – туз мечей. Это правда, мы с чем-то определяемся. Повторюсь, как вы захотите увидеть свое будущее, свое качество жизни,
То, что мы имеем завтра, это то, что вы думаете сегодня. Мысль материально, помните об этом, и какую траекторию вы себе проложите, то вы где-то и получите. Причем визуализация помогает притянуть мечту. И это не просто слова, это действительно работает. Поэтому своим мыслям нужно уделить внимание, чтобы они были более в конструктивном и одновременно конкретном плане. Мои действия, что я буду предпринимать, или как мне познакомиться, если прежние отношения, в них уже стоит точка, уже какая-то пауза закончена. У кого-то из вас может быть пауза по тем отношениям, которые были сложные. И здесь тоже вы будете принимать решения. Повторюсь, как вы захотите. Что же вас будет радовать? Выбор. Выбор может быть и по работе. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес. И вот мы как раз с вами это обсуждали. Для кого-то из вас это может означать радовать, когда вы сумеете со всеми договориться. Может быть и есть вот такая развилка судьбы, но для кого-то это будет означать важный выбор. Рядом у нас по личной жизни туз мечей, и значит есть возможность для себя определить какую-то траекторию, словно мы шли до вот этого периода. И дальше что? Мне направо или налево? Или я буду какое-то время еще топтаться на месте? Здесь будет у каждого по-разному. Но есть тот момент, который радует, как установить добрососедские, может быть, отношения. Или вот карта дуальности, мы говорим, да, одновременно сидеть на двух стульях. Я иногда это говорю, когда и вашим, и нашим. Но помните, с одной стороны это радует, потому что где-то можно рассматривать как дипломатию с людьми сложными, но нужными. То, о чем мы с вами по пятерке мечей говорили. А с другой стороны, идти вперед придется. Поэтому какую-то траекторию для себя вы наметите. Вот этот важный выбор, видимо, вы сделаете. И вас это будет радовать. Почему? Больше определенности в вашей жизни. Неожиданности решения. Вот посмотрите, правда, вы все карты о ваших будущих планах или далеко идущих, и самое главное о методах. Да, жезлы еще не показывают действий. Наверное, в нашей жизни сначала какая-то идея зарождается ментально, потом мы продумываем, что будет, если я поступлю определенным образом, или как сложатся события, если я поступлю как-то по-другому, и мы приходим к этому важному решению. И сама по себе карта говорит, что ведь это неожиданности, какая-то новость, информация, обстановка вокруг вас будет складываться в одну общую стройную систему с тем, что происходит в вашей личной жизни. И больше понимания, больше ясности, как какой-то инсайт или, повторюсь, ваше важное решение. В неожиданностях вы можете принять такое решение, которое сродни карте именно повозка-колесница. Когда все, я в чем-то ставлю точку, иду вперед. Это не значит, что мы полностью где-то отказываемся от прошлого. Нет, здесь может быть та ситуация, когда вы определитесь, что же я беру с собой в будущее. Или кто идет рядом со мной. Для кого-то из вас я иду один. Вот тоже будет. А те, кому я дорог или дорого, меня догонят. Но все равно ничто не будет как прежде. Именно потому, что вы уже сами не хотите. Вы больше настроены на позитивные перемены. Я хочу быть счастливым. И у вас эта траектория будет очень хорошо налаживаться, шаг за шагом проясняться в течение лета. Как и по делам, как и по деньгам, так и в личной жизни. Все зависит от вас, от ваших решений и приложенных усилий. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.